Большой корабль пошел ко дну. Мощный удар по флоту РФ. О поражении жирной цели написал даже Зеленский. Красная площадь оцеплена, дым у самых стен Кремля. Техника стянута в центр российской столицы. Новая страна готовится объявить о войне. Начало наземной операции в ближайшее время. Напряженность нарастает. Рекордные потери на фронте. Амбициозная цель будет выполнена. Набиуллина теряет контроль. Внешний игрок перехватывает влияние над инфляцией в России. Марокко не только с Марокко. Еще одна страна ЕС отгородилась от неспокойного соседа. Об этих и других событиях к утру воскресенья 2 августа. Неделя подошла к концу, самое время подвести итоги и ничего не упустить. В эфире «Нехта». Для вас работает Олесь Корниенко. Мощный взрыв в Москве. Дороги перекрыты. В ресторане «Бальзи Росси» в самом центре российской столицы закрытый банкет закончился хлопком. Предварительная причина – утечка газа. По одной из версий, неизвестный принес в ресторан неустановленный предмет. Погибли 3 человека, более 20 получили ранения. Российские СМИ пишут, что в заведении отмечали свадьбу, но телеграм-канал «Астра», ссылаясь на очевидца, сообщает, что там мог отмечать день рождения российский генерал. Журналист Олег Кашин предположил, что праздновать день рождения во взорвавшемся ресторане мог главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Александр Чайко. Если эта информация подтвердится, это будет одна из самых высокопоставленных целей за все время войны. Это все, что известно на момент записи. Подробнее расскажем в вечернем выпуске. Новый мощный удар по флоту страны-агрессора. Украинские беспилотники потопили большой корабль структуры Росатома. Цель оказалась настолько жирной, что о ее поражении написал лично Владимир Зеленский. Этой ночью было применение мидл-страйков, есть поражение в акватории Черного и Азовского морей. Также поражен подсанкционный российский контейнеровоз «Янина», который шел под российским флагом и имел емкость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших сил обороны он пошел ко дну. По данным российской стороны, судно было атаковано примерно в 130 морских милях от Новороссийска. Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию, от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку, иначе чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно. После полученных повреждений судно затонуло, при этом все 17 членов экипажа спаслись. Но танкер «Янина» — это еще не весь улов защитников Украины. Дроны Главного управления разведки поразили российский военный катер проекта «Сарган» в Керчи. В общем, август начался для российского флота не очень. Июль был вообще самым черным месяцем. Только силы беспилотных систем поразили в Азовском и Черном морях 206 танкеров, сухогрузов и паромов. А Владимиру Путину пришлось отменить морские парады, а слушать крики морячков практически в питерской подворотне. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? Чем заниматься? Например, поднимать свои суда со дна разных морей. Михаил Федоров уже не занимает должность министра обороны Украины, но, как говорится, дело его живет. Несмотря на кадровые перестановки в военном руководстве страны, ВСУ поставили новый рекорд. По данным Киевского генштаба, в июле Россия потеряла почти 43 тысячи своих вояк. Еще в январе тогда новоназначенный министр обороны Михаил Федоров поставил амбициозную цель – вывести российские потери на уровень 50 тысяч человек в месяц. До этой планки июль пока не дотянул, однако стал самым результативным месяцем 2026-го. Всего же с начала года, по данным Генштаба, из строя выбыло 238 тысяч оккупантов. ЕС отбился от крупнейшего миграционного штурма последних лет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала оптимистичную оценку кризису последних дней вокруг испанского анклава в Северной Африке.
Хорошая новость заключается в том, что подавляющее большинство лиц, прибывших нелегально, вернулись в Марокко. Ни один человек не добрался до материковой части Испании или других стран ЕС. Фон дер Ляйен назвала произошедшее доказательством того, насколько важен контроль внешних границ Евросоюза. Она призвала укрепить систему защиты, извлечь уроки из кризиса и подчеркнула, что борьба с нелегальной миграцией требует единой европейской реакции. В ближайшее время лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию, посвященную ситуации в Сеуте. Старый враг Ирана планирует сухопутную операцию, и речь не о США или Израиле. К нападению готовится Саудовская Аравия, а целью могут стать йеменские хуситы. Об этом сообщает The Guardian. По данным издания, Эр-Рияд рассматривает не только авиаудары и действия на море, но и возможность проведения наземной операции в центральной части Йемена, в которой хозяйничают хуситы. Саудовская Аравия поддерживает законное правительство, контролирующее восток страны. Напряженность усилилась после недавних атак йеменских союзников иранского режима на саудовские танкеры и объекты нефтяной инфраструктуры. Официально о начале военной операции Эр-Рияд пока не объявлял. Как пишет The Guardian, Саудовская Аравия также пытается создать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. По данным саудовского Минобороны, инициативу уже поддержали 14 стран, включая Турцию, Пакистан, Египет, Судан и Джибути. Мадяр запускает не только дроны, но и инфляцию. После атак на склады Wildberries товары на маркетплейсах начали резко дорожать. Как пишет The Moscow Times, покупатели и продавцы сообщают, что цены на отдельные товары за несколько дней выросли на 10 и даже 30%. По словам селлеров, они сами цены не повышали. Рост связан с тем, что Wildberries массово отменил скидки, которые ранее предоставлял за свой счет. В крупнейшем маркетплейсе заявляют, что начали выплаты предпринимателям за утраченный товар, однако многие продавцы называют их недостаточными. Российские власти также обсуждают дополнительные меры поддержки, включая компенсации, кредитные каникулы и льготные кредиты. Уже почти 2 недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам. Почему именно наши склады? Основатель легендарной компании Firepoint Денис Штиллерман на днях рассказал Дмитрию Гордону, в чем он видит суть этих ударов. Сейчас мы положили, и нам нужно добить Wildberries и Озон. Это обязательно. Это приведет к краху банковской системы. Это одни из основных заемщиков. Получается, теперь банковской системой России рулит не Эльвира Набиуллина, а Роберт Бровди. НАТО обсуждает усиление ядерного сдерживания в Европе. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, одним из рассматриваемых вариантов может стать размещение дополнительных американских ядерных вооружений в Европе. Среди возможных стран рассматриваются Польша, Финляндия и Литва. При этом официальных решений пока не принято. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс обсуждает адаптацию своего ядерного потенциала, однако отказался раскрывать подробности. В июне страны НАТО также заявили о намерении модернизировать силы ядерного сдерживания. Süddeutsche Zeitung отмечает, что сейчас американские ядерные боеприпасы размещены на авиабазах в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. Пока испанская Сеута приходит в себя после самого масштабного визита нелегалов, на другом конце Евросоюза решили подстраховаться. Одна из стран Балтии отгородилась от агрессивного соседа. Латвия закрыла границу с Беларусью. Глава МВД страны Янис Домбрава заявил, что решение принято по техническим причинам и призвал граждан использовать другие маршруты для возвращения домой. Правда, накануне министр напрямую рекомендовал согражданам отказаться от поездок в Беларусь или как можно скорее вернуться обратно. И причиной он назвал усиление миграционной гибридной войны со стороны режима Лукашенко. В Риге считают, что Минск продолжает организовывать поток нелегальных мигрантов к внешней границе Евросоюза. Только за прошлый год и только латвийские пограничники предотвратили более 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы.
А синт-аналитики гадали, какой из 3 уфимских НПЗ попал под удар. Точки над «и» расставила СБУ. Оказалось, это был настоящий страйк. Украинские дроны добрались сразу до всех 3 нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Это, кстати, почти 1600 километров от линии фронта. По данным президента Владимира Зеленского и СБУ, дальнобойные беспилотники поразили предприятия «Башнефть УНПЗ», «Башнефть Новойл» и «Башнефть Уфанефтехим». Вместе они образуют один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров России. Спасибо за точность. Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется. Общая мощность этих заводов превышает 23 миллиона тонн нефти в год. Здесь выпускают бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию. Перейдет ли Михаил Федоров в оппозицию к Владимиру Зеленскому? Бывший министр обороны ответил на этот вопрос. В интервью The New York Times он заявил, что не хочет превращать свою отставку в политическое противостояние. По его словам, он намерен и дальше заниматься развитием военных технологий, независимо от того, вернется ли в правительство. Комментируя акции протеста, Федоров подчеркнул, что не планирует принимать в них участие, но считает право украинцев открыто критиковать власть важным признаком демократии. По его словам, протесты показали, что россияне не взяли нашу демократию в заложники во время войны. Бывший министр обороны заявил, что не собирается становиться политическим оппонентом президента во время войны. Однако согласился вернуться в правительство только при одном условии: если ему предоставят именно пост главы Минобороны. Дым добрался и до Кремля. Пока по всей России один за другим горят НПЗ, склады и военные объекты, пожар произошел прямо на Красной площади. Загорелся храм Василия Блаженного. Очевидцы сообщали о дыме над куполом и сильном запахе гари. К храму стянули около 10 пожарных расчетов, территорию быстро оцепили, после чего возгорание потушили. Что именно стало причиной пожара, власти пока не объяснили. Любопытное совпадение. Предыдущий пожар в храме произошел тоже в августе, в далеком 2002 году, вскоре после прихода Путина к власти. Может, это какой-то знак свыше? Как думаете? Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся вечером.